город вашей мечты. Арбуз! Маленький черепаха. Где? Сегодня я буду готовить варшавский. Хо-хо-хо. Ола, друзья! Ола, друзья! Итак, сегодня у нас влог, как обычно, без подготовки, без постановки. Реальность. Вот, мы проснулись в реальности, у нас здесь все бардак. We're so messy here. Да, у нас комната маленькая. И сегодня мы решили не задерживаться в этом городе Плейку, о котором, наверное, никто не слышал. И мы выезжаем, посмотрим окрестности здесь сегодня, завтра. Вот, поэтому я даже монтировать здесь ничего не буду, потому что здесь не очень удобно сидеть. И будем ехать куда-нибудь дальше, выезжать в сторону Ханоя. И там уже где-нибудь засядем подольше за монтажом. Вот, автобус я посмотрел, есть в ту сторону, в сторону Ханоя, не заезжая в Дананг, наверное. And this is our bike. $120,000 per day. Забыли маску. Здесь особо, кстати, люди нас не пугаются. Многие без масок ходят. Ну так, на всякий случай, может, не будут пускать куда-нибудь в достопримечательность или кафе. Лучше взять. Сейчас поедем по окрестностям. Сначала вот в 13 минутах. Что-то здесь есть, я уже точки накидал. А потом сюда, в другой город. We don't know what is it. Мы пытались перевести это, но это переводится как normal, да. Типа нормальный, специальный, наверное, супер специальный. Просто добавляют мясцо какое-то. Я прям понял, что существует целая психология ношения маски. Вот здесь никто не носит. И если мы будем в маске, то все будут считать, что мы больны. Если в городе все носят маски, значит надо тоже носить, потому что иначе тебя будут все бояться просто. То есть тут прям тонкий такой момент, нужно всегда понимать, когда ты приезжаешь в город, что тебе делать, носить маску или нет. Здесь нет, то есть здесь нормально не носить, поэтому мы не будем носить, чтобы люди не шугались. Или наоборот, в других городах будут шугаться. Fish. Fish. То есть рыбка, нам повезло. Something special here in Lego. Да, это что-то новенькое. Все, вот мы и поели. Было вкусно, прикольно, необычно. Рисовая лапша с рыбой, прям дофига рыбы. Местные нас внимательно изучают. Вот так выглядит город. Обычный, самый обычный город с такими домами. So hungry woman. That soup was very tasty and it's only for $30,000. And another scam, putting some seeds on our table. And Вот в такое кафе зашли. don't fall for this scam. И здесь рядом какой-то скверик. Может, сейчас пойдем прогуляемся, посмотрим, что там. Такой вот городишко. Это, кстати, семки. Они здесь тоже популярны. Подсолнечные. На Филиппинах тоже популярны семки, только из арбузов. But the old one, like Старого bigger засохшего seed. арбуза. Вот, Нави. Нави все время вот так делает. Нави заказала чай матча. Я уже попробовал, он прикольный. Yeah, I'll try my matcha Вкусный. now. Кофе Сайгон заказал. Это вот так выглядит. Нужно немного подождать, пока он заварится. Он очень медленно капает что-то сегодня. Так, тут у меня точки накинуты. Куда мы поедем дальше? Вот это в Плейку. А потом, думаю, поехать на автобусе сразу вот между Ханоем, город. Туда тоже часов 9 ехать. Oh, it's raining now. Rain or shine, no one can stop us.
Такой городок провинциальный. Мы идем в сквер посмотреть. Смотрите, какой сквер здесь большой. Плейко. Город вашей мечты. А реально прикольный парк такой. Приятный. No. So it's so big, look. Вон, местный Ленин. Здесь, наверное, какие-нибудь парады проводят, марши. Траву вон сажают. Большой Хо Чи Мин. Huge statue of Ho Chi Minh. Ho Chi Minh is one of the greatest guy here in Vietnam. Вот эта картина прикольная, такой флаг огромный. И домики вон там прикольные. Vietnam. Shoot me here with my Vietnam clothes. It's something about like war. That is rice wine, traditional Vietnamese wine. Сейчас у нас ребята такие местные алкаши, но на английском говорят, при этом нормально. Такие, типа, откуда ты? Я говорю, с Филиппин. Они такие, они даже понятия не имеют, типа, как выглядят люди на Филиппинах. Они думают, что я из Филиппин, а Нави местная вьетнамка. Они такие, и дальше продолжают с ней на вьетнамском. Yeah, and they only shake your hand, not mine. Да, жмут мне руку, с Филиппинок. Oh, nice to meet you, just you. Потом с ней опять говорят на вьетнамском, я говорю, да это она с Филиппин, типа, а не я из России. Такие понятно. Здесь люди не знают, да, как люди выглядят на Филиппинах, они думают, что там, ну, You didn't shake my hand. если я из Филиппин, это нормально, а то, что Нави из Филиппин, это уже удивительно. То есть я больше похож на филиппинца, чем Нави. Так, дождь пошел. Здесь тоже часто дожди. Это тоже, кстати, горы. Где-то 500 метров над уровнем моря. Поэтому здесь не так сильно холодно, как в Далате, но не так и не так жарко, как там у моря. Примерно, ну вот, нормально. Вот нейтрально, просто там нейтрально. Не жарко, не холодно. Надеваем дождевички и едем в какой-то парк. Здесь дофига пагод всяких тоже. Вот, смотрите. Пагоды, вот такие везде. Тоже холмистая такая область. So guys, it's raining obviously. So we're gonna have to wear our raincoats. And yeah, we'll go to another park now. Что удобно, на скутере я могу ноги сюда поставить, и мои ноги не будут мокнуть, как на байке. Вот это парк мы нашли в Плейке. Ой, а что это крутится? Что это? Смотрите, озеро очень красивое. Зеленое-зеленое, просто вырви глаз, кислота. Лучше бы мы здесь кофе попили. Мертвая рыбка. Dead fish. Waterfall, водопад вон. Из трубы идет. Waterfall from household. О, такое прикольное место. Здесь просто романтик. Romantic dinner. Let's have a romantic dinner here. Да, при свечах вечером под джаз. Да, здесь большая мужская рыбалка. И это реальный город, который мы выбрали просто на шару, то есть ткнув пальцем в середину Вьетнама и просто сюда приехать. Это далеко от популярных мест, и мне кажется, это прикольнее намного, чем какие-то супер раскрученные места. Потому что здесь ты реально чувствуешь какую-то местную атмосферу. Ну вот реально местную вьетнамскую, не какие-то лживые там постройки, ну фейковые какие-то здания, там не знаю, инстаграмные всякие качельки
которые, ну, просто везде одинаковые, в принципе, уже, которые повторяют нам, как в Бали, в других туристических местах. А здесь именно, ну, реальная какая-то жизнь. То есть реальный парк, вот. Может, он, конечно, тоже, да, туристический, для местного туризма. Чувствуется что-то в этом. Есть какая-то атмосфера. Не знаю, как это описать правильно. Но это что-то особенное. Когда нету вокруг миллиарда туристов, фотографирующихся, как-то все это спокойно, глубже. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, falling down. My fair lady. И этого нет ни в каких популярных направлениях. Круто. Очень красиво. Впечатляет на удивление. Да, бонус в том, что это еще бесплатное место. То есть нас пока не попросили денег. Ну, никакого такого входа не было. Смотрите, что мы нашли. Реальных крокодилов. Крокодилы. Это реальные крокодилы? Просто идем по парку, и тут спят крокодилы с решеткой в бассейне. We'll go next, guys. It's amazing. It's my first time seeing a crocodile, and they're really beautiful. I like them. Да, удивительно, что здесь еще людей нет, потому что сегодня суббота. Обычно в субботу везде полно местных туристов. Здесь никого просто. Конечно, еще дождь. Не все любят в дождь гулять, как мы. Черепашка вон. Черепашка? Маленький черепаха. Маленький чуть-чуть. Бедные животные в клетке. Прямо они голодные, походу. Так кричат. А вот это что за клетка такая огромная? Что-то опасное там. Something big. Type of crocodile. I know you're so full. Look at your tummy. It's so big. My friend, мой. Вообще я не любитель зоопарков и никогда не поддерживаю и никогда не хожу в зоопарки, но мы здесь сюда попали случайно и за вход не платили. Но животных жалко. Эти обезьяны в этих маленьких клетках. Все животные очень грустные. Это очевидно, что им не очень-то и нравится взаперти. Некоторые скажут, ну они здесь проживут дольше. Типа ничего с ними не случится. Ну что это за жизнь такая, если человека посадить в тюрьму и тоже сказать, а он дольше там проживет, что с ним станет, ну что за жизнь у него будет в тюрьме. Даже в Плейке есть спортзал бесплатный, уличный. Красота здесь заниматься. Вот и солнышко вышло. Погода нам улыбается, поэтому мы поедем еще посмотрим места. Есть еще место какое-то прикольное в 20 минутах. Отсюда не знаю точно, что это. Или ферма, или озеро какое-то. Но пойдемте узнаем.
такое место мы нашли. Здесь прикольно эти деревья, я на дроне летел. Летел сквозь деревьев. Ну, я видел, специально сделал высоту, чтобы машины, ну, никакую не задеть, даже грузовик. Вот, но чувак что-то тормознул, испугался дрона, потом нам фак еще показал. Неприятно. Ну ладно. Вот здесь такое место прикольное, релаксовое. Музычка такая. И плантации, какие-то фермы. Сейчас здесь кофе, будем чай пить. Визгаги. Да, прикольно здесь. И обстановка такая. Прям мое почтение. Ковбойская. Have a quick tour inside the tea. I cannot fit in here. I cannot fit in here. Попробуем коконат кофе, Невин. Мое почтение. My regards. Так, вот свое кофе прикольное. Поехали дальше еще на одну точку. Посмотрим еще это здание, забыл. Красивые пагоды. Oh, we're actually here. It's very near already. Very near from the tea plantation. We are the hunter and the hunted. We are hunger. We are on the run. Ta-da! That's the pagoda. Refugees of war. Torn lands of grace and gasoline. Arbuz? Is this arbuz? Arbuz! Большой арбуз. Большой арбуз. Большой арбузи. What if a lot? Большие арбузы. Большие арбузы. There. Lady Buddha. So this is the inside of the temple of Buddha with so many hands. Так, вот мы зашли в какую-то пагоду еще по пути. Прикольную. Здесь и вокруг такие поля. Очень красиво. Смотрите. Мой рост тут позволяет посмотреть. Работает он там кто-то. I saw Buddha there with so many hands. Пальмы. Let's do this. Такая здесь Будда. Драконы везде. Круто. Снова солнышко выглядывает. То солнце, то дождь. Но дождь такой несерьезный. Ну, можно здесь так с цветочками посидеть. Beautiful flowers. Петунья. Дракон. Wow. Amazing.
атмосферненько. И домики. Look at that house. Cool. Ну и забрались мы далеко. В глубокую деревню. О, детишки. Синтяо. Вот это реально аутентичное место. Синтяо. Вау. I played like that before. It's called Lutang in the Philippines. Просто огромная парковка. They have Просто parking space. для 200 машин. Так, а куда дальше-то? Let's try climb up. Тут, видимо, в гору надо забираться. Но грязновато и будет скользко сейчас. Фермеры. Это сюда молния, походу, попала. Да, сейчас ехали, и до меня дошло. Люди вообще очень другие. Все темнее даже, чем Нави. Темные. И походу это из Камбоджи. Иммигранты из Камбоджи, мне кажется, потому что они выглядят вообще по-другому. Мне кажется, они даже по-вьетнамски не говорят. Ну, или, может, говорят, или какой-нибудь диалект у них другой. Вот, они выглядят очень по-другому. Больше на индонезийцев похожи, на малазийцев. Вот. И все здесь, вот Maybe from Thailand. в этой аллее, они все работают. Здесь каждый просто работает. Ты не видишь так, чтобы кто-то у развалившегося дома сидел, там бухал. Hello. Вот, все работают. Просто на Филиппинах можно заметить, что едешь, и много таких бедных домов разваленных, и там сидят, люди бухают просто. Вот, островная жизнь другая немного. И здесь, типа, коммунизм, социализм. Я в эти времена не знал, не жил, не знаю, что это все значит, но похоже на то. Все здесь прям трудяги. И выглядят по-другому вот именно в этой области. Ну или может вьетнамцы из деревень, просто другие. We're going to see the view from there. We will try to climb up there if they will allow us, I guess. Пойдемте прогуляемся немного по этой сельской местности. Немножко в гору, может, поднимемся. Так, прикольно. Case of accident. Нави в шлеме. Скользко очень. This is it. This is the real adventure. Устал. Нелегкий путь. Очень крутой подъем. Фу, аж голова кружится. Спрел. Да, главное, дождь, чтобы не пошел. Будет сложно обратно спускаться по грязи скользкой. Тут еще можно выше подняться. Ну, что-то неохота уже больше. Oh my god. Давно кардио не делали просто.
Все, залезли мы чуть выше и будем возвращаться к байкам. И, наверное, уже домой на сегодня хватит. Потом нам остается еще тут заехать в соседний город. Ну, наверное, в другой день, завтра. И все. И думаю, с этим местом мы закончили. Обратно посложнее будет. На дыхалке проще, но... It's a girl. It's a female. Да, видели, девушка похожа на иностранку, не на вьетнамку. Или из Индии как будто, или смешанная. Так, вот и все, мы добрались. Путь был нелегкий. Добрались до байка, до парковки нашей. Все, на этом, я думаю, прощаться. Фух, устали. Вот оттуда мы пришли, с вершины. Все, спасибо, друзья, за просмотр. Огромнейшее просто. Огромнейшее спасибо за комментарии под видео. Спасибо тех, кто ценит то, что мы делаем. Вот. Непростая это иногда работа. И подписывайтесь на Patreon, на Boosty, чтобы поддержать меня. Либо просто Donation Alert, все дела. И скоро увидимся. Увидимся. Пока. Пока-пока-пока.